Всем привет, меня зовут Юля, и я приветствую вас на нашем канале. Сегодняшнее видео о том, как я переделала эту лошадку-качалку из фикс прайса. Мне очень нравятся винтажные лошадки-качалки, и я давно себе хотела приобрести такую. Увидев эту лошадку в фикс прайсе, первоначально я прошла мимо, но вернулась за ней на следующий день. Я уже давно хотела что-нибудь переделать из фикс прайса, и вот наконец-таки нашелся повод. Первым делом обезжириваю поверхность. Наношу адгезионный грунт. Мне изначально не понравилась фигура лошадки. Я хотела спилить неестественно длинные ноги, но решила не рисковать. Также в мои планы входило перекрасить лошадку и приклеить ей гриву из шерсти для валяния. Но что-то пошло не по плану. Для работы использую самозатвердевающуюся глину. Делаю объемное седло. Для этого вырезаю из глины круг подходящего размера. Все детали из глины приклеиваю на столярный клей ПВА. Придаю форму, немного придавливая по центру. Края же должны остаться объемными. Для помпона тонко раскатываю глину. Делаю вырезы с помощью самой маленькой вырубки. Я решила замаскировать болезненную худобу лошадки. Для этого добавляю необходимый объем с помощью глины. На ножки я тоже добавила объем, теперь они не кажутся такими ужасно длинными. Да, открытый рот лошадки меня тоже не устроил. У меня нет никаких инструментов для лепки, поэтому я использую обычную шпажку.
также прячу инопланетные глаза лошадки. И если честно, именно глаза мне больше всего не понравились в оригинальной лошадке. Поэтому с помощью глины добавляю объем скулам и бровям. Самое сложное для меня это добиться симметрии. Да еще к тому же этот фрагмент я очень неудачно засняла. Основная часть работы осталась за кадром. Гриву и хвост я решила сделать из таких вот колбасок. Получается очень похоже на дреды. Я решила покрасить качалку, поэтому тоже наношу грунт. А также по глине я прошлась влажной салфеткой. Это для того, чтобы затереть все трещинки. И оставила высыхать. Зашкуриваю глину бафиком. Лошадку я решила покрасить краской цвета беленый дуб. И я думаю, этот цвет отлично подходит для винтажного стиля. Наношу краску в несколько слоев, чтобы перекрыть основу.
Красно-коричневая краска у меня глянцевая, поэтому я ее смешиваю с основным цветом. Крашу в этот цвет седло, пытаюсь имитировать кожу. У меня даже была идея приклеить настоящий кусочек кожи, но решила ограничиться глиной. А еще я выяснила, что все кисти у меня ужасные, надо срочно покупать новые. Красную краску я тоже смешала с основным цветом. На мой взгляд, получился приглушенный винтажный оттенок. У меня в наличии оказался только белый контур, поэтому я решила использовать его, а потом покрасить жидкой поталью. Копыта крашу в тон седла, а гриву и хвост в бежевый цвет. На следующий день я все-таки купила золотой контур, поэтому использую его вместо жидкой потали. Наношу поверх белого контура, как раз получается двойной объем. Подчеркиваю ноздри бежевым. А вот черный цвет у меня только матовый, а не помешал бы здесь глянец. Делаю подножку из мешалок для кофе. Приклеиваю их на суперклей. И крашу качалку жидкой золотой поталью. А на подножке я решила разместить декор. Из фольги формирую грибочек или, быть может, елочку. Люблю елочку из самозатвердевающейся глины, а фактуру придаю ножницами. Согласна, ножницы должны быть поменьше, но я взяла те, что были под рукой. Делаю барабан из пробки, для этого ее немного укоротила. Очень удобно красить, надев ее на шпажку. На глаз разделила барабан на примерные сектора, отметив это карандашом. Крашу красным и бирюзовым цветом. Для винтажности также их смешала с беленым дубом.
С помощью малярного скотча наношу кожаные полоски. И сама не ожидала, когда сняла малярный скотч, получился очень классный винтажный эффект. Мне правда понравился, и я решила так оставить. Дно закрашиваю коричневым и добавляю немного золотого декора контуром. Барабанные палочки делаю из зубочисток и контура. Не придумала ничего лучше, чтобы сделать подарочные коробки из деревянного профиля. Просто он случайно оказался под рукой. Также крашу в красный и бирюзовый цвет. А лентой послушать золотой контур. Когда глина высохла, крашу елочку в цвет тимьян. Это буквально от последней капли краски, оставшейся от проекта теплица. Не зря я пошла и купила золотой контур. А мячик решила сделать из деревянного шарика. И тоже крашу в красный и бирюзовый цвет. И, кстати, здесь у меня уже новая кисточка из набора, который я заказала на Wildberries. Чтобы ускорить процесс, каждый сектор я сушила феном. Декор готов, можно приклеивать. Для этого использую горячий пистолет. Эту лошадку я сделала для себя, и лично я очень довольна результатом. Напишите в комментариях, что вы думаете о моей лошадке, и если вам понравилось, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!